Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодняшний мастер-класс у нас по вязанию вот такой замечательной сеточки. Легкий летний узор. Ну и как вы могли заметить, что это не просто узор, это узор к модели из коллекции Elsie, созданной дизайнером, американским дизайнером Андреа Либерман. Вот такой замечательный жакет связан из хлопка таким узором. И схему этого узора сделала для нас наша любимая Irene Blizzard. Мы уже вязали узоры по ее схемам. Сейчас я вам все их покажу. И ссылки на мастер-классы по вязанию этих узоров я оставлю под видео. Помимо того, что Ирина делает схемы по фотографии узора какой-либо модели, она еще прекрасный переводчик. С любого языка она переводит описание вязаных моделей из журналов. У нее есть своя группа ВКонтакте. Ссылка на нее тоже будет под видео. Заходите к ней, вступайте в ее группу, обращайтесь. Ирина всем помогает, и я думаю, что вы останетесь довольны. Ну а чем еще примечательна эта сетка? Я уже сейчас выскажу свое мнение. В большинстве сетках, связанных спицами, дырочки располагаются в шахматном порядке. Что, конечно, очень красиво, но вот иногда нужны дырочки именно вот прямоугольные, как в этом узоре. И что еще меня просто удивило, обрадовало, посмотрите, какая красивая изнанка. Смело можно назвать это двухсторонним узором. Мне изнанка понравилась чрезвычайно. Совершенно другой узор, но вот совершенно два разных узора. Согласитесь. В общем, я очень довольна. От всей души я благодарю Ирину за то, что она разрешила снять мне мастер-класс по ее схеме. И сейчас мы будем вязать этот узор. Я говорю много, а узор очень легкий и вяжется так быстро, что вы не успеете даже глазом моргнуть, как мы его свяжем. Но сначала мы посмотрим на схему. На схеме показаны и лицевые, и изнаночные ряды. И схема показана так, как она выглядит с лицевой стороны. То есть все петли на ней выглядят так, как они выглядят на лицевой стороне. Я вот зря, наверное, убрала. Если вязать по кругу, то нужно просто вязать узор по схеме. Но мы будем вязать поворотным вязанием, и поэтому в изнаночных рядах мы будем петли читать наоборот. Лицевые петли мы будем вязать изнаночными, изнаночные петли мы будем вязать лицевыми в изнаночных рядах. Пустая клеточка – это нет петли. Мы вяжем, не обращая внимания на эту пустую клеточку, то есть пропускаем ее при вязании. Ну, сейчас мы будем вязать, вы все увидите. Раппорт узора составляет 4 петли в ширину и 4 ряда в высоту. Через каждые 4 ряда повторяем узор и добавляем 2 петли для симметрии узора. Одна петля у нас будет в начале каждого ряда и одна петля в конце. Если вязать по кругу, то петли для симметрии узора не надо набирать. Мы набираем только 4 петли раппорта, столько раз по 4 петли, столько, сколько нам нужно для вязания изделия. Мы с вами свяжем 3 раппорта. Я набираю 16 петель вместе с кромочной. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Первый ряд или нулевой ряд мы провяжем изнаночными петлями. Он не входит в раппорт узора, просто для удобства вязания. Вяжем первый лицевой ряд узора. Одна лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Делаем накид. Далее на схеме у нас пустая клеточка, мы ее пропускаем.
И провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Я вяжу бабушкиными петлями, и мне нужно петли развернуть, чтобы провязать 2 вместе с наклоном вправо. Итак, 1 лицевая петля у нас для симметрии узора, и дальше 4 петли – это раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И так будем повторять раппорты дальше. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали так мы еще 2 раппорта и лицевая петля в конце ряда, петля для симметрии узора. Вот такой у нас первый лицевой ряд. Второй изнаночный ряд. При поворотном вязании мы не забываем, что на схеме у нас вот сейчас 2 лицевые петли, а у нас мы провязываем 2 изнаночные. У нас получается петли по рисунку. 2 изнаночные провязали. Далее делаем накид, и накид, лежащий на левой спице, мы снимаем. У нас получается 2 накида на правой спице. И продолжаем. 2 изнаночных, делаем накид и следующий накид снимаем. Рабочая нить у нас за работой. Повторяем раппорт. 2 изнаночных, делаем накид, накид снимаем. В конце ряда у нас 2 изнаночных. Третий лицевой ряд. Провязываем 2 лицевые. И вот у нас двойной накид перед нами. Мы провязываем 1 лицевую и 1 изнаночную. Вот так мы провязываем двойной накид. И повторяем 2 лицевые и двойной накид провязываем 1 лицевой, 1 изнаночной. 2 лицевые, 1 лицевая, 1 изнаночная. 2 лицевые в конце ряда. Вот, дырочки уже получились. Четвертый изнаночный ряд. 2 изнаночные петли мы провязываем изнаночными, а петли, которыми мы провязали накид, вяжем лицевыми. 2 лицевые. И повторяем 2 изнаночные, 2 лицевые. 2 изнаночные, 2 лицевые. И в конце ряда 2 изнаночные. Вот такой вот у нас получился узор. Это мы провязали 1 раппорт в высоту. И когда мы будем повторять эти раппорты в ширину и высоту, мы получим вот такую красоту. Я стихами заговорила. Давайте скажем спасибо Ирине за идею мастер-класса. Такой замечательный узор. Очень сейчас нужный узор. Мы научились вязать. Я буду очень рада, если он вам понравился. Ставьте лайки, если это так. Подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Мы не только здесь на YouTube. Все ссылки тоже смотрите под нашим видео. Приглашайте к нам своих друзей. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.